покупают машины по 50 и другие там вот с такой пачкой мордатые. Нужно было вводить военное положение хотя бы за 3 месяца до войны, раздавать оружие, окапываться и готовить Украину к нападению России заранее, экономику ставить на военные рельсы заранее. Всем привет! Думаю, сегодняшняя тема видео многим не понравится, тем не менее я решил его выпустить. Итак, в прессе было опубликовано перевод материала Washington Post, авторитетного американского издания, где подробно рассказывалось о плане нападения Путина на Украину и главное о том, когда и при каких обстоятельствах кто конкретно с фамилиями и кого предупреждал о том, что Россия готовит нападение на Украину. Если говорить прямо, все первые лица США предупреждали всех первых лиц Украины о том, что нападение просто неизбежно. Washington Post пишет о том, что украинское руководство принимало все эти предупреждения скептично и по сути на них не реагировало. И Америка настаивала на том, чтобы Зеленский начал эвакуацию населения из страны. Вы все видели комментарий Зеленского на этот счет. Он сказал, что он не хотел это делать, потому что тогда бы легла экономика. Ну, это мы обсудим немножко позже. Давайте я вам прочитаю, что говорил конкретно Владимир Зеленский непосредственно перед началом войны с Россией. 19 січня, то есть за місяць до війни. Владимир Зеленський, пряма річ. Зараз усі новини сповнені повідомленням про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра, будь-якої миті, і це вже точно. А в чому власне новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014-му? Хіба загроза масштабної війни з'явилася тільки зараз? Зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, видихнути, заспокоїтися, не бігти по гречку і сірники. У квітні ми відзначимо Великдень, у травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлики, звісно, День перемоги, далі літо, будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь, де, сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, а далі зима. Вот так высказывался Владимир Зеленский за месяц до войны. Что я вам хочу сказать на этот счет? А вернее, я хочу сказать это Владимиру Александровичу. Жаль, Владимир Александрович, что за вас отдали голоса, по-моему, сколько там, 73% населения, и я в том числе. Хотя я не скрою, что я это делал больше голосуя против Порошенко. Естественно, Порошенко давно уже, на мой взгляд, коллаборант, поскольку сотрудничал с Медведчуком. Ну, это посмотрим еще как докажется официально, надеюсь, во всяком случае. Но сейчас речь не об этом. Мы вам поверили, а вы нам не поверили, потому что вы не предупредили нас. Вы не сочли нужным предупредить свой народ о грядущей катастрофе. Насколько понятно из статьи Washington Post, Байден говорил, что нужно эвакуировать население. К сожалению, вы поступили и сказали так, как это сделали совки, когда взорвался Чернобыль. Точно так же людей держали в неведении, и это закончилось, по сути, очень печально. Вы в нас не поверили, а наши люди создали очереди в военкоматы добровольцами. Вы в нас не поверили, а мы все сбрасываемся на ВСУ, на разные нужды армии, помогаем друг другу, помогаем переселенцам, помогаем просто тем, кто нуждается. А вы в нас не поверили. Вы раздали оружие, и никто никого не перестрелял. Жаль, что вы не раздали его раньше. На мой взгляд, нужно было ввести военное положение гораздо раньше раздать оружие, эвакуировать желающих, как минимум женщин и детей. Как минимум женщин и детей. Арестович, давая интервью Гордону, рассказывал, что президент участвовал в какой-то суперподготовке Херсона, поскольку все понимали, что это уязвимое и ключевое стратегическое направление. Херсон был сдан без единого выстрела практически, в то время, когда на посту главы СБУ находился друг детства, ближайший человек Владимира Зеленского. США предупредили о том, что будет ключевая высадка в Гостомеле в плане взятия Киева. Киев, это сказать, что это стратегическая точка, не сказать ничего. Разбомбили Мрию, понасиловали женщин, поубивали ни в чем невинных наших украинцев, людей наших. А ведь этого всего можно было избежать. Рассказывая про то, что это все делалось ради финансовой системы, ради экономики, а у нас не было никакой экономики. 150-200 миллиардов ВВП это не экономика. И благодаря западным партнерам такая экономика восстанавливается максимум за 6 месяцев, понимаете? Более того, сейчас же полная Украина женщин, да, женщины могут выезжать, женщины не сбежали. Женщины не сбежали.
А вот мужики, которые могли бы работать, очень многие, которые в армию-то все равно всех вы не призовете. Ну это невозможно, не нужна никому 10-миллионная армия. Они сидят на разбомбленных своих домах, в том числе на востоке Украины, без работы, без ничего. А часто их и бросают женщины, или они не видят свою семью. Вот что произошло сейчас. Знаете, кто бы точно пострадал? Вот я вам скажу, если бы началась эвакуация, скажем так, если бы планово мы экономические действия сделали, которые, конечно, привели бы к снижению экономики и к критическому падению экономики, называйте как хотите. Но сейчас ВВП упадет минимум в 2 раза. Минимум в 2 раза упадет. Я не думаю, что он упал бы больше, если бы мы были предупреждены об этом заранее. Так вот, кто пострадал бы, это, конечно же, чиновники. Именно сейчас просто сотни тысяч чиновников получают свою зарплату, вообще ничего не делая, не принося никакой практической пользы. Вот кто бы пострадал. Понимаете? Но если мы планово понижаем экономику, ставим все на военные рельсы, как я считаю, нужно было поступить, и я еще раз повторюсь, ввести военное положение уже чуть ли не с января месяца, нужно было просто сократить тогда госаппарат, нужно было уже тогда радикально понизить налоги, для того, чтобы как-то компенсировать предпринимательскую деятельность, стимулировать. Понимаете, вот как я считаю должно было все происходить. А чем занимаются сейчас эти чиновники? Эти пидасы, в том числе и слуги народа, покупают себе дорогие автомобили. Такие автомобили, на которых имеют право во всех нормальных странах ездить только бизнесмены, звезды спорта, звезды шоу-бизнеса, там, не знаю, юристы, пластические хирурги, другие классные врачи. Но точно не как какие-то депутатики, которые в своей жизни собачьей будки не построили, но на имени президента и на том принципе, а точнее полной беспринципности, как строилась эта партия, непонятно на чем, потому что никакой идеологии там не было. Они сейчас на коне и не стесняются во время войны ездить на машинах за 80 тысяч долларов. И у них все хорошо. Вот кто бы в первую очередь пострадал. А люди как-то бы справились. Мы уже за столько лет и столько бед, сколько здесь пережили, и не с таким справлялись. Лично я встретил войну в городе Киеве. Без предупреждения. Я знал 23-го, но основная масса людей, 99%, без предупреждения, без ничего. И я хочу вам сказать, все были готовы давать отпор. Да, кто-то выехал. Кстати, создалась та же самая паника утром 24-го. Мосты были забиты, катастрофа транспортная, логистическая случилась в Киеве. А они все время рассказывают, что мы не хотели панику. Так паника все равно случилась. Только люди пережили просто колоссальный нервный стресс, который обязательно по здоровью аукнется через несколько лет. И пострадают миллионы. Миллионы из этих нервов пострадают. И не доживут свои несколько лет. И получат, к сожалению, страшные болезни. Это не я говорю, это выдающиеся ученые говорят. Я что, не был в то время в магазинах, не обеспечивал продовольствием свою семью? Я видел этих бедных продавщиц, которые по времени, по часам глотали успокоительные таблетки и не бросили свои рабочие места. А подумать государство вообще об этих продавщицах. А я считаю, что это одни из самых, может для кого-то смешно, для меня нет, самых героических людей. Потому что без них все бы с голоду сдохли. Более того, никто не видел ни одного, при всей панике, ужасе, кошмаре, нервах, кипише, никто в Киеве, и я не слышал ни об одном явном эпизоде какого-то мародерства. Понятно, там какие-то отдельные персонажи, наркоманы, отмороженные, так они воровали и в мирные времена. Я имею в виду, никакой паники среди народа не случилось. По-прежнему взаимное уважение друг к другу, объединение людей. Подобное наблюдал я уже на 2 Майданах, как это было. Особенно в 2014 году. Так теперь венцом этого всего стало то, что мужчин не отпускают за границу и не выпустят, запомните, не выпустят мужчин до конца войны. Что здесь интересное, что я этот вопрос изучал, говорил вам ранее, но как-то многие не слышат. Ни в одной войне никакая страна не закрывала свои границы. Такого не было нигде и никогда, потому что это всегда должно быть осознанным решением. Но я знаю другое, что сейчас чиновники снова на коне. Просто по беспределу. Ну сколько еще продержите мужчин? Ну ясно, что война не закончится в ближайший год-два. Ну что, эти люди будут так сидеть? То есть получается нет никакого права выбора? Сиди, потому что так решили чиновники, потому что на нас напал Путин. А это же для многих годы активности. Фундамент заложить на всю следующую жизнь. Их не предупредила власть, хотя знала об этом. И Washington Post огромное спасибо за то, что они эту статью выпустили. Еще с октября 2021 года Америка обо всем предупреждала. Подытожив, я еще раз повторюсь, нужно было вводить военное положение хотя бы за 3 месяца до войны, раздавать оружие, окапываться и готовить Украину к нападению России заранее,
экономику ставить на военные рельсы заранее. А у нас был собран крупный бизнес, из которых там 95% все поднялись на бюджете, в 90-е, на госпредприятиях. Там из реального сектора бизнесменов практически не было. Вот у нас так всегда происходит. А остальные это вообще не люди. Это вообще не люди. Не надо никому ничего говорить, разбирайтесь сами. Я бы, может быть, это видео не снимал, я поддерживал президента. Мои подписчики не дадут соврать. Я завел канал 9 апреля 2022 года. Я поддерживал президента вот полгода практически. Полгода беспрекословно, не обсуждал ничего. Но глядя на текущие действия, я вижу, что окружение Зеленского полностью правит парадом на 99,9%. Я вижу, что президент не вникает во многие вопросы. Уже не говорит «вильні люди вильної країни», не начинает так свои ежедневные выступления. Я хочу подчеркнуть, что не нужно делать эти выступления. Про то, что происходит на международной арене, сейчас каждый украинец прекрасно читает в телеграм-каналах, да просто в новостной ленте. Все прекрасно в курсе, не обязательно лично вам, Владимир Александрович, перед нами отчитываться. Нужно было так отчитываться, когда Америка предупреждала об опасности. А теперь не надо. Делайте выступление раз в неделю, делайте его содержательным. А вот эти, я так подозреваю, 30 минут вам требуется для того, чтобы записать одно видео, потому что ваш спичрайтер, который мне очень не нравится, кстати, пишет текст, который вы наверняка 1-2 раза читаете для того, чтобы вникнуть в суть, и потом идет запись. Думаю, вы как высокого уровня актер без дублей нескольких справляетесь с этим, даже на фоне усталости. Потратьте эти полчаса времени на сон или на разговор с реальными людьми, с реальными предпринимателями. Может быть, тогда вы поймете, как сейчас блокируются НДС накладные, произвол Гетманцева, который он устроил. Сейчас вам посоветуют новую дичь в виде налоговой системы 10-10-10, о которой я сниму, расскажу отдельное видео, потому что многие уже уши развесили, а я расскажу, что на самом деле эта система это еще хуже, чем то, что происходит сейчас в общем плане для бизнеса. Я подробно расскажу, детально, на молекулы разберу. Но меня после статьи Washington Post не покидает осадок, как можно так врать. В 1986 году рванул Чернобыль, уже сколько лет прошло и ничего не изменилось. По-прежнему человеческая жизнь ничего не значит, судьба человека ничего не значит. Всегда все решают чиновники, тогда советская номенклатура в шоколаде полном была, у них все было хорошо. Они были упакованы, жили оторванной от реальности жизни, не той, которой жил, как они любят говорить, простой народ. И по большому счету сейчас все то же самое. Катастрофа назревала, правда тогда это случилось внезапно, ну практически. Сейчас же мы знали по сути за полгода, ну власть знала за полгода. За полгода можно было многое сделать. А теперь многие восхищаются Арестовичем, который на самом-то деле занимается ничем иным, как дискредитацией президента, как и все, в принципе, его окружение. Все просто дружно дискредитируют президента, а вы, Владимир Александрович, как будто бы этого не видите. Теперь с этого Арестовича сделали супер успокоительное, и ходят радуются, какой он молодец. Да он молодец, он решит свои задачи, он на себя работает. В лучшем случае. На детектор же его не садил, хорошо было бы это сделать. Но ничего, очаровались, радуйтесь дальше. У нас обезьянку в телевизор посади, и она, как показывают последние рейтинги там, на лидеров общественных мнений, у нас и обезьянка, если ее в прайм-тайм посадить на хороший телеканал, тоже станет лидером общественного мнения, хотя будет только сидеть и кушать банан на экране. А семьи, которые пострадали в Мариуполе, в Гостомеле, в Буче, в Ирпене, и дальше будут страдать. Кстати, министр Резников говорил, что Мариуполь просто железобетонно защищен. В итоге город мы потеряли. Ну, я уже не хочу эти разборы. Я все-таки не военный человек и никогда не занимался военной аналитикой, вы знаете. Для этого у нас новые персонажи, посаженные в телевизор и раскачанные специальным образом в Ютубе. Понабирали за 3 месяца по 1 миллиону подписчиков. Изнасилованные дети, изнасилованные женщины. Это кошмар просто. Люди потеряли имущество, потеряли жизнь. Какой кошмар они пережили. Понимаете? А Арестовичу, например, смешно. Он занимается самолюбованием. А люди до сих пор переживают это горе. Поэтому я в который раз понадеюсь на то, что люди не будут со страусиной памятью, а как-то запомнят, что-то проанализируют, перестанут жить в розовых очках и не будут рваться слушать только фальшь, но лишь бы позитивный и все в таком духе. Я по жизни оптимист. Но мой оптимизм это просто внутреннее качество. Оценку нужно давать по реальным событиям, по тому, как обстоят дела на самом деле. Иначе вы просто будете как слепой котенок по жизни.
В принципе, так и происходит, раз всякая мразь 30 лет у нас у власти. Батальон Монако, все видели репортаж. Это именно те, кто наживались на госпредприятиях, на госбюджете все 30 лет независимости Украины. Они, их дети в шоколаде, они не в Украине. А ваши дети пойдут на фронт. И уже на фронте. И погибли, к сожалению, многие. Понимаете? Новое поколение мразей покупает Смаглюк, там великая депутатка. Покупает машины по 50 и другие там вот с такой пачкой мордатые. По 80 тысяч долларов машины народные депутаты. Люди, которые ни дня вообще не были в бизнесе. У них все хорошо даже во время войны. Ни стыда, ни совести, ничего. Ладно, не хочу повторяться. Спасибо, кто досмотрел до конца. Надеюсь, вы меня поймете правильно. И не будете жить в розовых очках. Слава Украине!